Этот ролик не просто рассказ об очередном преступлении. Это путешествие в самое порочное нутро человека, который примерял маску нормальности. Маску доброго дяди с парковки у гипермаркета. Под ней скрывался коллекционер. Коллекционер детского страха. И в один момент его коллекция перестала ему быть достаточной. Ему понадобился настоящий, живой экспонат. Его жертвой стал 9-летний мальчик, который верил в доброту людей и мечтал о щенке. Вы увидите, как выстраивался этот смертельный контакт день за днем. Как выглядит настоящий монстр в современном мире. И как ледяная вода лесного ручья навсегда сохранила страшную правду. В этом ролике вы узнаете, кто этот добрый дядя, который годами платил детям у магазина, и что он на самом деле коллекционировал. Почему мальчик, боясь и не доверяя незнакомцам, без колебаний сел именно в эту машину? Что скрывалось в чемодане на заднем сидении белого внедорожника, куда он заглянул? Что нашли следователи в его цифровом сейфе, от чего содрогнулись даже опытные оперативники? Какую циничную ложь придумал убийца, чтобы оправдать смерть ребенка? Почему его сожительница знала все, но молчала? И что за страшную фразу она написала у себя в соцсетях? Как он пытался замести следы и почему лед стал его главным союзником и главным прокурором? Что он сказал на суде, когда впервые увидел фотографии своей жертвы? Ждет ли его пожизненное? Или в нашей системе правосудия для таких, как он, есть скидки? Оставайтесь до конца. Мы начинаем. 30 января 2024 года. Санкт-Петербург. Красносельский район. Гипермаркет «Лента» на Таллинском шоссе. Слякоть, серое небо, ранние сумерки. На огромной, почти бесконечной парковке среди сотен машин метается маленькая фигурка в черной куртке с красными вставками. В руках тряпка и бутылка с какой-то мутной жидкостью. Это Паша. Ему 9 лет. Он подбегает к машинам, с надеждой заглядывая в глаза водителям. «Помыть фары?» Ему кивают, машут рукой «отстань», иногда бросают в окошко несколько монет. Для него это не игра, это работа, настоящая. Деньги, которые он несет домой в свою многодетную семью, где всего 7 детей, а папа то появляется, то исчезает. Мама из последних сил пытается удержать этот хлипкий мир от распада, и Паша взрослеет не по годам. У него есть мечта. Простая, детская, прекрасная мечта — купить собаку, щенка, друга. И он копит. Каждая 10-рублевая монета для него шаг к своей мечте. На этой же парковке уже не первый месяц появляется белый Toyota Fortuner. Большой, дорогой, уверенный в себе автомобиль. За рулем мужчина. Крепкий, с короткой стрижкой, в добротной куртке. Он выглядит как типичный успешный горожанин. Он покупает кофе, иногда что-то в магазине, и он всегда обращает внимание на мальчишек, моющих фары. Он подзывает их, платит, не скупится. Он улыбается, он запоминает их имена. Для детей с парковки он стал своим. Не опасным незнакомцем, а хорошим дядей Петей, который никогда не прогонит и всегда даст заработать. Он годами выстраивал этот образ. Годами. И 30 января его план вошел в завершающую фазу. Он подъезжает к Паше. Машина останавливается. Окно опускается. «Привет, Паш. Как дела? Подрабатываешь?» Знакомый, безопасный голос. Мальчик кивает, улыбается. «Садись», — говорит мужчина. «Отогреемся. Я тебе заплачу». И Паша, который на улице научился не доверять чужим, без тени сомнения открывает дверь и садится на пассажирское сиденье в теплую, пахнущую дорогим автохимом салон. Это его последний осознанный выбор. Последний акт доверия в его короткой жизни. Дверь захлопывается. Мир снаружи, суетливый, холодный, но безопасный, остается затонированным стеклом. Внутри начинается совсем другая реальность. Машина медленно отъезжает с парковки, сливается с потоком. Что говорил мужчина первое время? Вероятно, что-то обыденное. Спрашивал про школу, про семью, про собаку, о которой Паша, возможно, рассказывал раньше.
Он растворял остатки настороженности, выстраивая иллюзию полной безопасности. А затем вектор разговора совершил немыслимый, чудовищный поворот. По версии следствия, Петр Жилкин, а это был именно он, обратился к ребенку с отвратительным, переходящим все границы предложением. Мы не будем воспроизводить его суть. Достаточно представить на мгновение сознание 9-летнего ребенка. Его мир еще прост и разделен на добро и зло, на разрешенное и запретное. И вот человек из мира разрешенного, которого он считал добрым, заговорил с ним на языке абсолютного, запредельного, запретного. На языке, самого понятия которого мальчик, выросший в обычной семье, возможно, даже не знал. Паша замер. Весь его маленький мир, только что такой знакомый, рухнул в одно мгновение. Чувство страха, стыда и полного непонимания сковало его. Сработал инстинкт загнанного в угол существа. Он не заплакал, не стал умолять. Он попытался дать отпор. Он что-то выкрикнул, скорее всего, что-то вроде «Я все расскажу» или «Я позову полицию». Он пригрозил разоблачением, веря, что сила правды остановит взрослого. Это была его единственно возможная в тот момент защита. Но для Петра Жилкина эти слова стали тем самым роковым сигналом. В его голове рухнул весь тщательный план. Ребенок не покорился. Ребенок сопротивляется. И своим сопротивлением он стал смертельной угрозой. Угрозой для всей двойной жизни мужчины, для его репутации, его свободы. Накопившаяся годами ярость вырвалась наружу. Он обладал огромной физической силой. Одного резкого, сокрушительного удара оказалось достаточно. Достаточно, чтобы маленькое худенькое тело Паши обмякло и затихло навсегда. Мечта о щенке, желание помочь маме, детская вера в доброту — все это оборвалось в доли секунды в салоне автомобиля на заснеженной дороге. Но на этом история не закончилась. Она перешла в фазу холодного и расчетливого цинизма. Теперь нужно было избавиться от проблемы. И здесь проявилась вся изощренность его мышления. Он не просто выбросил тело в канаву, он придумал спектакль. Сперва он, по данным следствия, связал бездыханное тело скотчем. Затем, проявив поистине инженерную смекалку, привязал к нему металлические трубы, груз, который должен был навсегда утянуть его доказательства на дно. Он знал место – коттеджный поселок Лужайка в Ломоносовском районе, 162 километра от Петербурга. Там, в лесу, был Симоновский ручей, и в нем прорубь, ледяная черная вода. Он выгрузил сверток, подошел к краю и бросил. Бросил ребенка, которому за несколько часов до этого улыбался и платил деньги, в ледяную могилу. Он рассчитывал, что весна растопит лед, течение унесет останки, и никто ничего не найдет. Лед стал его молчаливым соучастником, а сам он сел в свой белый фортюнер и поехал прочь. Не домой. Он понимал, что камеры видеонаблюдения его уже поймали. Он рванул в Псковскую область, каким-то старым знакомым. Он пытался исчезнуть, но при этом он следил за новостями. Он видел, как весь город, вся страна ищут Пашу. Он читал посты волонтеров Лиза Алерт, смотрел на листовки с лицом мальчика, которого он убил. Он надеялся, что лед, вода и расстояние спасут его. Он надеялся, что его маска не сорвется. Но маска уже трещала по швам. Пока он скрывался, следователи, получив записи с камер ленты, вышли на его автомобиль. Они увидели, как мальчик садится к нему и как машина уезжает. Все, круг замкнулся. Объявлен розыск. В Псковской области его задержали достаточно быстро. И здесь началась вторая часть его спектакля – судебно-следственная. Первое время он отнекивался. Пользуется 51-й статьей Конституции, отказывается от показаний. Но улики железные. Камеры, его машина, его маршрут. И тогда он решает говорить. Но говорить неправду. Он начинает плести паутину. Паутину такой лжи, от которой у следователей, видевших тело ребенка, сжимались кулаки. Он выдвинул версию о шантаже. Часть его знакомых отказывалась верить. Нормальный мужик, у самого дочка, не мог он такого. Они видели только маску.
Маска была сделана безупречно. Бизнес, машина, семья. Никто не хотел заглядывать под нее, а те, кто мог заподозрить, как та сожительница, предпочитали смотреть в другую сторону. Суд по избранию меры пресечения стал первым публичным актом этого дела. Жилким, этот 120-килограммовый детоубийца, предстал в камере суда жалким. Он прятал лицо под кепкой от фотокамер. Он ныл. Он жаловался, что из-за всего этого раздутого из ничего дела его собственную 10-летнюю дочь начали травить в школе. Он просил сочувствия к себе. Он не сказал ни слова о Паше, ни слова о его маме, ни слова о сломанной мечте о собаке. Его волновала только его собственная шкура и репутация. Это был завершающий штрих к портрету законченного эгоиста и нравственного урода. Тело Паши нашли волонтеры. Оно пролежало во льду несколько дней. Ледяная вода законсервировала улики, сохранила следы насилия. Лед, который должен был скрыть преступление, стал главным свидетелем обвинения. Сейчас Петру Жилкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство малолетнего». Ему грозит до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Уголовное дело — это огромный том, где каждая страница — это улика. От записи с камеры, где он покупает воду, до страшных цифровых архивов на его жестком диске. Но за всеми этими статьями, протоколами, экспертизами стоят простые, невыносимо горькие вещи. Стоит мальчик на парковке, потирающий замерзшие руки. Стоит его мама, которая до последнего бегала по темным дворам, крича его имя. Стоят волонтеры, которые несколько суток без сна прочесывали леса, зная, что ищут уже неживого. И стоит его несбывшаяся мечта — верный щенок, который так и не дождался своего хозяина. Это дело не о сложном расследовании. Оно было раскрыто быстро. Это дело о долгом, многолетнем созревании зла в душе человека, которого общество считало своим. Как страшно доверять улыбке доброго дяди, который платит деньги. Потому что иногда за этими деньгами скрывается не доброта, а цена, которую он мысленно уже назначил за твою жизнь. Теперь давайте отмотаем пленку назад, не на несколько дней, на несколько лет, на десятилетия, и спросим, из чего, из какого человеческого материала вырастает Петр Жилкин? Где та точка невозврата, после которой коллекционирование цифрового ада перестало удовлетворять и потребовалось прикоснуться к реальности? Его биография, которую мы можем собрать по крупицам, это классический путь социальной мимикрии, за которым скрывалась пустота и больная страсть. Родом он из Новодружеска, небольшого городка в Луганской области. Места, где жизнь никогда не была простой, а после 2014 года и вовсе превратилась в борьбу за выживание. Оттуда он перебрался в Ростовскую область, в город Шахты. Тут важная деталь. В Шахтах, по имеющимся данным, он промышлял мелким криминалом. Не мафиозные разборки, нет. Кража ноутбука, угон мотоцикла. Мелкая, грязная, корыстная преступность молодого человека без твердых моральных ориентиров. Уже тогда, в юности, у него проявилось потребительское, хищническое отношение к миру. Если что-то хочется, нужно взять. Неважно чье. Затем попытка встроиться в систему. Электротехнический колледж в Ростовской области. Потом заочка в строительном университете. Он пытался надеть первую грубоватую маску социальной приемлемости. Студент, специалист, но не срослось. Бросил. Работал в строительной фирме. Вероятно, там он увидел, как вращаются настоящие деньги, и понял, что хочет большего. Но опять же, большего для себя. И вот резкий прыжок. Санкт-Петербург. Северная столица. Город возможностей и анонимности. Идеальное место для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. И он начинает. Бизнес. Какой именно, не так важно. Дети, которые уже привыкли к вниманию взрослых, подчас негативному, они вынужденно самостоятельны, но при этом жутко уязвимы. Он начинает свою разведку. Подъезжает, покупает кофе, смотрит. Потом первый контакт. «Помой фары». Щедрая оплата, улыбка, разговор. Он запоминает их имена, особенности. Он становится своим. Он не торопится.
Месяцы, может, больше года он выстраивает этот образ безопасного взрослого. Он инвестирует в свой будущий проект время и небольшие деньги. Для детей он редкий позитивный персонаж в их сложной жизни. Для него они потенциальные объекты, живые, настоящие. И он выбирает Пашу. Почему именно его? Может, был самым маленьким и беззащитным? Может, чаще других был один? Может, в его доверчивой улыбке Жилкин увидел то, что искал? Мы никогда не узнаем. Но 30 января он решил, что настало время перейти от теории к практике, от коллекционирования образов к приобретению уникального экземпляра. Самое чудовищное во всей этой истории не сам момент убийства, а его бюрократическая, холодная подготовка. Он не сорвался в порыве страсти. Он совершил спланированную операцию. Сначала заманивание в машину под предлогом просто отогреться и заплатить. Потом предложение, которое было не вопросом, а тестом. Тестом на покорность. Паша провалил этот тест, дав отпор. И тогда Жилкин, как любой бюрократ, перешел к ликвидации риска. Удар — это не акт ярости. Это устранение свидетеля, угрожающего раскрытием всей его двойной жизни. А дальше логистика. Скотч, трубы, расчет маршрута до Ломоносовского района, выбор водоема. Это действие рационального, холодного ума. Это не безумие. Это зло в его чистом, рациональном виде. И после всего — побег. Не в панике, а продуманный отъезд в Псковскую область. Мониторинг новостей. Попытка контролировать ситуацию даже из укрытия. И та самая циничная версия о шантаже, придуманная уже на допросе. Это была не попытка спастись, а последний акт презрения. Презрение к жертве, к следствию, к самой логике. Он пытался не просто оправдаться, а переписать реальность, поставив себя в центр истории как жертву наглого мальчишки-вымогателя. Это уровень нарциссизма, за которым уже ничего человеческого не остается. Что же он оставляет после себя? Разрушенную жизнь дочери, которую теперь наверняка ждут годы терапии, и клеймо дочери маньяка. Сожительницу, которая, зная о его склонностях, теперь будет отвечать перед законом и своей совестью. И главное, огромную, ничем не заживающую рану в семье Паши. Его мать, которая, возможно, корит себя за то, что отпускала мальчика на парковку зарабатывать. Его братьев и сестер, которые не понимают, куда делся старший брат. Волонтеров, нашедших его тело во льду и навсегда оставивших там часть своей души. История Петра Жилкина — это не история одного маньяка. Это иллюстрация системного провала. Промаха на раннем этапе, когда мелкий воришка не получил должного исправления. Промаха цифровой эпохи, где человек может годами выращивать в себе монстра в полной анонимности. И промаха нашего общественного равнодушия, когда мы предпочитаем не замечать странностей нормального с виду соседа, коллеги, знакомого. Лед в Симоновском ручье растаял. Весна пришла. Но та правда, которую он на время скрыл, оказалась прочнее и страшнее любого мороза. Она теперь живет в материалах уголовного дела, в сердцах тех, кто любил Пашу. И в приговоре, который должен стать не просто наказанием, а актом моральной гигиены для всего общества. Чтобы каждый, кто задумает повторить путь от коллекционера файлов до коллекционера детских жизней, знал: лед — ненадежный союзник. Рано или поздно он всегда выдает то, что пытался скрыть. Он пытался не просто оправдаться, а переписать реальность, поставив себя в центр истории как жертву наглого мальчишки-вымогателя. Это уровень нарциссизма, за которым уже ничего человеческого не остается. Что же он оставляет после себя? Разрушенную жизнь дочери, которую теперь наверняка ждут годы терапии, и клеймо дочери маньяка. Сожительницу, которая, зная о его склонностях, теперь будет отвечать перед законом и своей совестью. И главное, огромную, ничем не заживающую рану в семье Паши. Его мать, которая, возможно, корит себя за то, что отпускала мальчика на парковку зарабатывать. Его братьев и сестер, которые не понимают, куда делся старший брат.
волонтеров, нашедших его тело во льду и навсегда оставивших там часть своей души. История Петра Жилкина – это не история одного маньяка. Это иллюстрация системного провала, промаха на раннем этапе, когда мелкий воришка не получил должного исправления. Промаха цифровой эпохи, где человек может годами выращивать в себе монстра в полной анонимности. И промаха нашего общественного равнодушия, когда мы предпочитаем не замечать странностей нормального с виду соседа, коллеги, знакомого. Лед в Симоновском ручье растаял. Весна пришла. Но та правда, которую он на время скрыл, оказалась прочнее и страшнее любого мороза. Она теперь живет в материалах уголовного дела, в сердцах тех, кто любил Пашу. И в приговоре, который должен стать не просто наказанием, а актом моральной гигиены для всего общества. Чтобы каждый, кто задумает повторить путь от коллекционера файлов до коллекционера детских жизней, знал: лед — ненадежный союзник. Рано или поздно он всегда выдает то, что пытался скрыть.